Друзья, ну что ж, всех приветствую на канале Ник 10. Сегодня в сеть случайно всплыли кадры из танков Classic, а именно гараж, интерфейс, чат, даже геймплей там удалось некоторым записать, успеть. В общем, как я понял, на тестовом сервере танков онлайн разработчики случайно забыли закрыть доступ к классической версии танков. И вот некоторые игроки успели туда зайти. И давайте рассмотрим, что успели игроки заснять на тестовом сервере танков Classic. За инфу, друзья, сразу ставьте лайк на это видео. На канал подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Я даже не знаю, с чего начать. Ну давайте начнем со скриншотов, потому что есть скриншоты и есть видосы с геймплеем даже. Давайте начнем со скриншотов. Потом плавно перейдем к видосам. Ну, естественно, в конце сделаем какие-то выводы. Разберемся, что это, на какой стадии сейчас игра, когда ждать тест и так далее. Ну, сразу хочется сказать, что символично, да, что слив появляется перед видеоблогом, который выйдет 18 декабря. И вот первый скриншот, который мне прислали, это скриншот окна регистрации в танках Classic. То есть видим, да, домен test.ru.tankyonline.com, то самое старое окошко регистрации, но в принципе в видеоблоге нам это уже показывали. Так, дальше давайте. Вот еще одно окошко регистрации, но это мы тоже сами уже видели. Настройки тут успели заскриншотить, но в каком-то из видеоблогов уже их показывали. Вот еще такой скриншот. У нас есть загрузка теста, где уже видно чат, рабочий чат. Полоски, то есть, да, вот со званием, со старым интерфейсом. Вот один из самых интересных скриншотов, это гараж. Просто сразу хочу сделать небольшое предисловие, что на этот тест заходили игроки, которые уже купили ранний доступ и которые не покупали ранний доступ. И вот те, кто купили ранний доступ, они почему-то на этом тесте видели совершенно другую версию танков классики. То есть, это вот такая вот версия, где, видите, огнемет у нас XT, огнемет Legacy, огнемет Демоник, Бонг тут что-то делает. Вот, но на этом скриншоте можно обратить внимание, что цены уже исправлены. Если в прошлых видеоблогах, когда нам показывали еще гараж, мы с вами обращали внимание, что цены были просто рандомно написаны, здесь уже, во-первых, исправили и цены. То есть, посмотрите, огнемет продается абсолютно с таким же прайсом, как это был тогда в старых танках онлайн до ребаланса, и даже поставили звание доступности, которые отображаются корректно, урон отображается корректно, то есть сила удара, все параметры доработаны. Это уже есть в слитом скриншоте танки классики. Я не знаю, почему разработчики про это в видеоблогах не рассказывали. То есть, получается, разработчики доработали полностью цены в танках классик. Давайте дальше идем. Вот тут такой уже не совсем, да, доработанный скриншот челленджей появился у нас. И опять же, вот хочу акцентировать ваше внимание на то, что сейчас мы видим версию классики для игрока, который купил ранний доступ. Потому что дальше будут скриншоты более такие страшные, недоработанные, как и геймплей, который вы сейчас увидите. Потому что геймплей уже записывался от лица игрока, который просто умудрился зайти на тест, у которого не было раннего доступа. Ну, в общем, вот челлендж, да, тут немного недоработанный он, но в принципе мы с вами его в видеоблоге уже видели. Вот скриншот создания битвы. Тут тоже на самом деле достаточно сыро еще выглядит, нет тех самых настроек заветных, которые будут доступны для обладателей премиум-аккаунта, а может поэтому их тут и нет. Кто вдруг не помнит, у кого будет премиум в танках Classic, игроки смогут создавать абсолютно гибкие битвы с Legacy графикой, с новой графикой, со старой, средней графикой, в общем, с любой графикой, настраивать золотые ящики, с точками, с голдами они будут падать, без точек, на определенный фонд или рандомно. В общем, здесь пока такого нет, настроек не видим, но и прем-аккаунта тоже на этом скриншоте у этого игрока не видно. Так, друзья, вот к чему мы, наверное, с вами переходим. К одному из самых интересных скриншотов. Это уже, во-первых, мобильная версия тут у нас на скриншоте представлена. Да, кто не в курсе, тест классики и сама классика тоже на мобильных устройствах будет и тестироваться, и выходить. И вот здесь уже небольшой, видите, недоработанный интерфейс. Почему? Потому что тут как будто танки онлайн всунули в танки классик, да, тут немножко не убрали некоторые моменты новых танков онлайн. Время тут, да, радары, еще другие различные мелочи. Ну и сам интерфейс тут тоже выглядит немножко кривовато. Но, насколько я понимаю, вот игрок, который умудрился зайти именно в эту версию на тестовом сервере, он зашел именно в какую-то еще начальную версию, самую первую версию прототипа классики. Поэтому тут такие недоработки и присутствуют. Дальше, вот смотрите, скриншоты у нас магазина игры, в котором частично появились товары, но тут динары почему-то они появились. Неужели в классике рекомплекты и вся нара будет продаваться именно в магазине, а не в гараже? То есть, видите, тут 10 рекомплектов 150 кристаллов, 100 500 кристаллов, 15 тысяч кристаллов. Но если вот брать экономику старых танков онлайн, то это достаточно дорого. Ну и правильно, нефиг нам тут нару покупать. Вот особенно посмотрите вот на цены на финальный вот рекомплект. 150 тысяч за 150 тысяч кристаллов. Можно купить 150 тысяч рекомплектов. Но я все-таки думаю, что это не финальный вариант. А хотя, если в гараже мы видели с вами уже цены на пушки,
разработки с характеристиками полностью доработаны. Возможно, это и финальный вариант цен на покупку Нары. Ну, то есть, мы с вами увидели в этом сливе уже некоторую информацию, что вот определенные цены будут на пушки, в том числе на огнемет мы с вами увидели, да, что цены доработаны, что вот Нара будет тоже продаваться за соответствующий прайс. Ну вот еще один скриншот, друзья. Интерфейс Танк Classic в самой битве. Но, как видите, здесь опять же еще присутствуют некоторые артефакты в виде интерфейса старого, наложенного на новый интерфейс в новых танках онлайн. Ну и сами скины тут, Нара, интерфейс, показатели ХП, перезарядки пушки, все из новых танков, а частично такой интерфейс как ТАП, отображение звания кристаллов, уже старый. Даже фон битвы, он там, видите, присунули почему-то вот в правый верхний угол его добавили. Но опять же, я думаю, что вот это старая какая-то версия прототип. Сейчас, я думаю, разработчики там намного дальше продвинулись. Я думаю, нам в видеоблоге в следующем уже покажут более свежую версию. Ну и, конечно же, по ходу уже, да, все, друзья, по ходу анонсируют тест танки классики в следующем видеоблоге. Ну давайте посмотрим видос, который успели заснять игроки с этого тестового сервера. Хочешь получить кучу промокодов на рубины, премиум аккаунт, боевой пропуск, золотые ящики? Тогда ставь лучший тег создателя контента Ник 10 в настройках твоего аккаунта. Заполняй специальную форму в описании под этим роликом. Это займет не больше минуты, и ты становишься автоматическим участником этого розыгрыша. Итоги 31 декабря. Еще один видос из гаража танков Classic. И вот именно этот видос, он походу взят от лица игрока, который не купил ранний доступ, потому что тут, видите, самая, наверное, сырая версия классики отображается. Вот и Хоппер есть, танков онлайн, Крусейдер есть, цены вообще недоработанные. В общем, так получилось сегодня на этом сливе, что часть игроков зашла в почти актуальную версию классики, а часть игроков зашла в какую-то там доисторическую версию классики. Ну, как видите, вот здесь краски, да, тут отображаются элементы, то есть интерфейс тот же, чат тут не влазит, небольшие артефакты, экран загрузки такой же, свежий. Ну и сами экраны миссий, тут они почему-то дублируют миссии в танках онлайн, контракты, Черная пятница, трофеи. Сами миссии просто написано ради миссий. Вот, теперь, наверное, самое интересное — геймплей. Конечно, качество тут суперское. Вот первый геймплей с таким вот интерфейсом классическим. У себя на экранах вы можете наблюдать. Опять же, тут как будто танки онлайн в интерфейсе классики. Еще, видите, очень сырая версия. Примерно так выглядела когда-то танки классика на первых этапах разработки. Но я не верю, что на данный момент сейчас так же классика выглядит, потому что первый скриншот, который мы в этом видео с вами рассматривали, были более-менее красивые, где доработанные цены и характеристики пушек мы с вами видели, плюс скины еще видели с вами. Но здесь, кстати, вот стоит отметить, что сам интерфейс более как-то грамотно отображается, нежели интерфейс вот в предыдущих видосах и предыдущих скринах, в некоторых, которые мы рассматривали. Он вроде не такой кривой, более-менее ровный, хотя есть тоже над чем работать, но опять же, это, вероятно всего, одна из самых первых прототипов классики. Ну, тоже, опять же, о чем я говорил, даже вот в магазин игры тут зашел, да, тут просто вот почему-то дублируют танки онлайн новые в старом интерфейсе. Точнее, магазин новых танков онлайн в старом интерфейсе. Ну, в общем, такой слив, друзья. Сам я в шоке. Сам не верил до последнего, что это настоящая версия танков Classic сегодня. Это была слита. Хочу напомнить, что, помните, Орех ранее говорил, что у него уже есть первый прототип классики. Про это почему-то многие забыли. И, скорее всего, слили именно этот первый прототип частично, да? А частично уже более свежие версии. Опять же, вот, которую мы скриншот с вами рассматривали. Ну, здесь вот этот скриншот похож на более свежую версию классики. Но в основном был слит именно первый прототип, видимо. А я напомню, это было в августе. В августе Орех про это говорил, что у него есть уже первый прототип классики. Сегодня уже декабрь. Поэтому очень будет интересно посмотреть, что нам покажут разработчики в следующих видеоблогах. Если разработчики действительно готовят анонс теста на 18 декабря, то показывать такую сырую раннюю сборку просто нет смысла, наверное, да? Значит, с большей вероятностью у них есть уже более свежая доработанная версия, которую они еще не показывали публичной, которую мы надеемся с вами увидеть в следующих выпусках. Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по сливу. После этого слива, ну я не знаю, прям вот с огромной вероятностью кажется, что покажут разработчики классику в следующих видеоблогах все-таки, и что тест начнется именно в этом году, потому что если он не начнется в этом году, им придется выплачивать игрокам компенсацию. Пишите ваше мнение, что думаете по разным вот этим слитым версиям классики. Покажут ли нам разработчики классику или анонсируют ли тест в этом году? Все прочитаем, друзья. Не забывайте обязательно ставить лайк на это видео, на канал подписываться, участвовать в супер розыгрыше по лучшему тегу создателя контента Ник 10. Ну а я всех благодарю за просмотр. Ждем танки Classic.